В этом видео я посещу и дам классификацию практически всем объектам линии ВТ, ограниченным левым берегом речки Райволан-Йоки и Линдловской рощей, а также железной дорогой Большая Приморка. Небольшой квадрат, на котором расположено около 15 сооружений линии ВТ. И также пройдусь по части бывшей деревни Ваммельсу. Сподвигло меня на посещение этой линии и вообще начать классифицировать книга Евгения Балашова и Ильи Шереметьева про линию ВТ, где я прочитал саму классификацию объектов, то, что там практически не было дотов, и было очень много секторов обороны, где были в основном лишь убежища. Можно здесь в книге посмотреть их описание. Также наблюдательные пункты, которые отличались от убежища, в основном это было убежище и плюс небольшая коробка, такая надстройка бетонная, чтобы наблюдатель мог вылезать, и лестница. Также пулеметные гнезда, небольшие квадратные бетонные коробки, где во время Второй мировой войны получается, бронеколпаки были, но сейчас они все утащены, и сохранились вот такие вот просто разрушенные квадраты, а также открытые позиции для противотанковых орудий. И я посетил часть сектора обороны Ваммельсу и часть сектора обороны Саха-Кюля. Точнее, Ванхасаха. Да, Ванхасаха, вот он. Так, тут у меня представлены фотографии, также взятые из этой замечательной книги, единственного детального описания на русском языке линии ВТ и, в общем, ее плане понимания. Здесь можно посмотреть эти объекты на карте, а здесь можно посмотреть условные обозначения. Я все это себе скопировал в современную карту и через GPS ориентировался и таким образом находил объекты и классифицировал. У них у всех есть занудные номера, тысячами исчисляющимися. Вот, и я их в видео произношу, чтобы как бы их различать. Вот на более интересной карте они представлены на, еще раз повторяю, левом берегу Райволан-Йоки, потому что объектов очень много, и я стал их посещать частями. Можно также посмотреть на таблицу, с которой я также брал описание, когда какой объект был построен, или же он был в проекте. То есть, как я уже говорил в других видео, множество объектов линии ВТ были только в проекте и даже не построены. Никаких дотов я не посещал, дотов вообще по пальцам пересчитать на линии ВТ, а в основном это были убежища. Вот, но мне повезло, я нашел практически всех их. Здесь на этом интересном сайте можно посмотреть одновременно и на старой, и на современной, на OSM-ке карте эти места, вот они. И также на еще одной карте, чтобы более понятно, вот мой путь пролегал через попсовую Линдловскую рощу, которая вся затоптана, увы, маргиналами. И быстренько ее я пересек и уже очутился в более интересных и диких местах, где посетил все вот эти вот достопримечательности. И надо сказать, что на линии ВТ не как многие считают, не только одни развалины, которые некрасивые, вот, и то, что там якобы нечего смотреть, нет. Когда вот так ходишь, ищешь, то что-то да попадется интересное. И также стоит упомянуть интересные дома, которые я посетил, точнее фундаменты домов на левом берегу, опять-таки, этой речки, рядом с сооружениями линии ВТ, были дальние дома,
деревни в Амельсу, финские бывшие, и от них остались красивые фундаменты, и меня привлекло, только сейчас я перевел, понял названия их красивые. Вот это название Лехти Кюрсти переводится как лиственничный лес, по-моему. Лиственница, вот. А вот это вот Лехти Куси Мется, это лиственничный лес на финской карте. Ну вот и есть это Линтвелская роща. А Джоки Варси переводится как берег реки. Вот такие очень живописные у финнов были названия. И также интересно то, что вот эта вот красненькая была хорошая широкая дорога при финнах, большая, то есть чуть ли не шоссе. Вот здесь был переезд железнодорожный. И сейчас вот эта вот часть вся заросла очень сильно, и я вот так вот шел по ней, посещая вот несколько вот этих вот хуторов, и дошел до Большой Приморки, и там, в принципе, уже закончил свое путешествие, потому что уже темнело. Посещение других хуторов я оставил уже на осень, по-моему, на осень, да. И дальше пошел вдоль заброшенного лагеря «Океан», вот по этой тропинке, которая сейчас обозначена. Вот можно наглядно смотреть, как раньше, какая здесь жизнь была, кипела в Перифинах, и что здесь сейчас. Ну и фундаменты, конечно, финских домов, еловая аллея, также интересные достопримечательности, все будут показаны на видео, также это все очень-очень впечатляет. Вот здесь я шел. Вот. Также недавно я в интернете по поиску в Амельсу нашел интересный PDF-файл с финского сайта, где даны координаты на практически все дома деревни в Амельсу, волости Uusi-Kirko, с описанием тех, кто здесь жил, вот с именами хозяев этих домов. И это что также очень интересно. На свободной карте Викимапе можно посмотреть, кликнуть на объект, на дома, и эти описания сюда скопированы, кто здесь жил, какие люди, как их звали по-фински. Ну и решил я записать это видео, естественно, потому что до меня не было никаких видео по классификации именно объектов линии ВТ, чтобы найти каждый конкретный, дать ему характеристику и фотографии его. Подошел я, скорее всего, вот это начало финской дороги. Вот там вот Надолбе на левом берегу реки Райволаньоки. Вот. Пойду искать фундамент. Вот я подошел к месту Надолбе и обозначенный на карте фундамент финского дома. Вот он стоит здесь. Красавица. На месте фундамента дома хутора Джокивяси. Кирпич Сабвико с клеймом. А вот это вот какой-то еще старший кирпич. Хорошенько тут все раскопано. А фундамента так такового я пока что не вижу. Рядом тот фундамент нашел первого здания, а вот этого не вижу. Вот там надолбы, вот они идут. Рядом с кирпичами такая ямище. Скорее всего, это был блиндаж какой-то, вот, потому что вон там видно углубление такое, как вход. И яма. Вот так вот. Вот это рядом здесь
Заслонка от печи, если я не ошибаюсь. Финская. Так вот. Вот еще одна яма рядом. И я даже... Так, вот еще одна птица здесь. Постоянно их спугиваю. Дивные птицы какие-то летают. Какой-то артефакт. И следующее, когда я увидел часто рядом с поляной, я даже воскликнул: ого! Вот какой огромнейший фундамент, видимо, главного дома хутора Джокивярси. Если я не ошибаюсь, вот так написано на финской карте. Рядом с рекой. Вот. Он намного больше, огромнейший. Больше, чем предыдущий фундамент. Вот, из гранитных блоков. Красота. О! О! Вот. Написано. Ничего себе. Джоки VR. Или VAR написано. VRC, наверное. Но Киев. Может, по-русски вторая строчка. Такая вот загадка. Вот. Вот ради чего нужно ходить в походы, чтобы быть таким первооткрывателем. Это доставляет большое удовольствие. Интересно, кто это написал? Может быть, какой-то финн или краевед. Обтесанные такие. Хотя не обтесанные, нет, не обтесанные, просто валуны. И вот их каким-то бетоном склеили. И вот получился очень добротный фундамент, который, в принципе, не разламывается до сих пор. Вот это вот очень интересно. Рядом с фундаментом кусок шпалы. Здоровенный такой. Возможно, ну и скорее всего для строительства линии ВТ, получается, она была использована. Как-то там, потому что я видел в дзотах. Фу, какой-то муравейник страшный. Ну, бывает, эти шпалы туда воткнуты. Да. Для охотников за металлом это лакомый кусок, наверное. Вон там дорога должна быть такая хорошая, судя по карте финской. Вот, я так думаю, это финская дорога. Это прямая, ровная. Только я по ней не пойду. Там очень мокро впереди. Вот столб верстовой. Теперь это просто просека в лесу. Вот там река. У конца этой дороги еще разветвление, как бы, которое идет, видимо, вдоль реки, хотя его на картах не обозначено. Видимо, эта дорога вот эта шла к хутору, где я только что побывал. Вот там вот река. Да, все верно. Пройдясь по вот этой загадочной заброшенной дороге, которая превратилась, кстати, в тропинку, по которой ходили люди из нашего поколения, вышел к поляне. И вот здесь, за вот этими зарослями,
Кстати, ничего себе. Интересно, что здесь делает вот этот вот столб советский, скорее всего. Вот он там хутор второй, который с надписью, вот он там торчит. За ним надолбы. А вот здесь, вон там вот первый маленький фундамент. Ну вот так. Я иду к надолбам. Итак, я вышел к надолбам. И в этом месте они с речки, вот видно она, течение ее. Здесь у нее уже тихое течение, а вон там слышны пороги. Здесь надолбы как бы перескакивают с правого берега на левый. Мне предстоит сейчас выяснить, какие из 13 объектов, нанесенных на карту, в действительности существуют сейчас в каком-либо виде. На левом берегу всего 13 объектов обозначено, что, конечно же, упрощает мне работу. Вот здесь такая красота. Вот какая красота. Тихое-тихое течение речки. Миленькая стояночка, но только здесь ветрено. Поднялся я по крутому склону, перейдя через ручей. Первым делом я прямо врезался в окопы. Вот они какие большие, глубокие. Ну и буквально в 100 метрах или даже ближе, по-моему, вот я его уже вижу, находится первое сооружение. Да, вот оно. Я его изведал, нашел в 2019 году, когда здесь первый раз в жизни побывал. Вот. Сейчас я вернусь к карте, посмотрю его наименование и скажу, что это такое. А это железобетонное убежище, обозначенное на карте под номером 2079. Вот оно какое красивое, интересное. Да, надписи это еще не было, когда я здесь был. Сейчас я на паузу поставлю. Здесь, конечно, спускаться так страхово с одной рукой. Еле-еле я сполз. Ну и вот оно, чудом сохранившееся убежище. Да, чтобы из окопов стреляли во врага, и при артобстреле сюда бегали укрываться. Высота здесь 2 метра и несколько сантиметров. Так вот. Так, здорово. От него, кстати, идет дорога к речке. Там берег реки. Я пойду дальше искать. Так, ну и я пришел к следующему убежищу 2708.
наименование. Типовое такое же, как и прошлое, видимо. Но это полностью взорвано. Вот оно взорвано. Да, в принципе, я думаю, такое же. Вот стены. Оно все взорвано. Одно сооружение я не нашел. Это железобетонное пулеметное гнездо под номером 3507. Его мне обнаружить не удалось. Вот напротив места, там я был весной 23-го года, 27 мая, по-моему, там тоже 2 взорванных сооружения снял. Вот, а здесь вот оно, так что уже, в принципе, 3 у меня точки есть. Одну не нашел, а 2 есть. Первое целое, второе вот убежище такое. Рядом опять же вот ярко выраженные окопы и пулеметные гнезда, я думаю, вот такой заход, углубление там. Здесь еще обозначена, оказывается, какая-то открытая позиция ПТО. Вот. Я не думаю, чтобы это было то, что можно сейчас обнаружить на местности. Хотя, пардон, вот. Ничего себе. Какая загадка. Сказал и нашел. Обалдеть. Сейчас подойду. Я правда не готовился. У нее тоже какой-то номер есть, но я номер не стал смотреть. Сейчас в карте. Так что все финны построили. Очень многое успели. Вот она, да, огневая позиция. Вот так вот сюда с окопов блиндаж, может быть, был. Стрелок-боец заходил и совков расстреливал из пулемета, если они здесь были. Да, вот. Ничего себе. Сохранилось, все сохранилось. Может быть, какая-то это пулеметно-тыловая позиция переводится. Не знаю, ну вот она. Вот. Интересно посмотреть на такое. Все-таки что-то они взорвали. Может, это крыша была, вот она валяется там. Вот. Вот там вот взорванное убежище. А здесь, если пройти по окопу вдоль, будет это сооружение. Очередное взорванное железобетонное убежище. 2706. Вот стены. Все взорвано. Рядом еще должно быть где-то пулеметное гнездо 5-4 класса прочности. 2707. Но я его не нашел. Или 2077. 2077, по-моему. Вот. Либо я его спутал с тем, то, что я предыдущее видел сооружение. Ну, я думаю, не суть. Посмотрю, потом разберусь в интернете. Очень много здесь окопов, и видно, что стрелковые ячейки. С той стороны, например, очень много их. Очень здесь такое место напряженное. О, вон там что-то торчит, кстати. Пойду сейчас изведаю. А вот этот вот красавец.
Вообще, я в шоке. Такая красота, я ее нашел. Это наблюдательный пункт 2118. Кодовое наименование. Вон там убежище взорванное. Я сначала подумал, что я ошибся. И это тоже ведь очень похоже на убежище, но необычное строение все-таки. Вот. И местоположение у меня подгрузилось. И на 99% я уверен, что это все-таки был наблюдательный пункт из-за вот этой вот такой башни. Какая красота. На снегу надо быть осторожным, скользко. Протискиваюсь. О! Да. Какая загадка. Да. Да-да-да. Вспоминаю похожую конструкцию. Я видел, когда не так давно, месяц назад, исследовал в районе Кивенапе линию ВТ, и там был с номером 1942, точнее, это год 1942 был нарисован на наблюдательном пункте, там такое же было. Тоже был наблюдательный пункт. Вот. Лестница. Да. Прикольно. Ну да, лестницы, да. И вот так подниматься точно-точно и наблюдать. Сейчас я даже попробую подняться. Так, поднялся я на первый ярус. Да, точно. И вот сейчас второй. Точно наблюдательный пункт. Вот оно как. Какая загадка. Какая загадка. Видите, все держит. Фу. Отлично держит. Вот. Да, вот это вход был. Там внизу, получается, такое укрытие. Вот здесь я поднялся, и вот я наблюдаю. Наблюдаю за обстановкой. Где враг, с какой стороны. Это какая-то труба. Это вот я пока не понимаю, что. Надеюсь, пойму потом. Такая вот красота. Немного отойдя, я нашел еще одно неизвестное взорванное сооружение. Вот там вот 218, наблюдательный пункт. На карте этого нету сооружения. Конечно же, какие-то несостыковки. Может быть, меня терзают смутные сомнения, это и есть пулеметное гнездо с бронеколпаком. Но на карте оно обозначено немного вон там вот. Так или иначе, непонятные руины присутствуют. Я подошел к границе. Вот там сооружение это неизвестное. Вот граница укрепленного района. Вот я пойду сейчас туда опять. Как будто бы издалека буква Т. ВТ. Вот. Надо бы. Я пойду дальше искать убежище следующее, которое находится по карте рядом с наблюдательным пунктом. Еще обозначена здесь колючая проволока, следы лося. В некоторых местах такие колючие проволоки обозначены, но сейчас я ее не видел еще. А лес здесь, конечно, такой, что можно это в любое время года посещать.
Не обязательно сейчас весной. Вечно зеленый лес. Ну и действительно, рядом с наблюдательным пунктом подошел я к типовому очередному железобетонному убежищу. Кодовое наименование 2075. 2075. Тут вообще ничего интересного нету. Сильно взорвано. Вот оно рядом. Траншеи, ходы сообщения к нему. Да, все эти, видимо, оборонительные сооружения между собой связывались ходами сообщения. Поэтому очень легко их искать. Нужно просто двигаться вдоль окопов. Вот так вот. На пути к убежищу 2074, вот я сейчас прошел просто прекраснейший лес сосновый, и уже второй вот такой вот сооружение встречается. Ходы сообщения, земляной вал, и в центре круг такой. Интересно, что это? Землянка какая-то была. Несмотря на хороший лес, отличный просто лес, шикарнейший. Здесь ходить мрачно, как-то не по себе. Вот. Кусок от эха войны. Какая-то труба. Везде какие-то ямы. Вот, по типу таких небольшие. Вот, еще одно. Вот. То же самое. Обрамляет окоп. Ее сооружение. Вот это сооружение здесь. Да. Самое что ни на есть какая-нибудь землянка. Ну, я имею в виду точно с тех времен. Там, кстати, неужто то же самое. Да, то же самое. На одном месте 3 таких сооружения. 4. 4, ну, да, куча. Эх. Все так же иду я, отошел от землянок и вижу, что я, оказывается, стою на фундаменте. Вдруг какой-то здесь огромнейший, длинный фундамент финского дома. Вот рядом окопы, вот они. И вот такой фундамент. Кирпичи не саввико, но старинные какие-то. Вот я на чем-то сейчас стал. Это копатели достали. Фундамент все-таки был рядом с этим убежищем. Вот там фундамент, где поваленное дерево. И вот типовое убежище под кодовым номером 2074. Также смотреть нечего. Полностью разрушено, но за счет фундамента, защищенного фундамента, это приобретает такой загадочный оттенок. Я посмотрел на финской карте, по-моему, я там фундамента сейчас не увидел, но не могу ошибаться. Сейчас пересмотрю в другом приложении, Alpine Quest. Я сейчас в локусе ориентируюсь, вот. Потому что там в локусе я наложил эту карту
этих объектов, всех линий ВТ на финскую карту, и они могли собой закрыть, как там не видно. Здание могло быть. Скорее всего, оно, конечно, есть на финской карте. Такой ров, как противотанковый. Углубление такое большое. Рядом здесь находится. Одна из многочисленных стрелковых позиций. Окопы. Сюда заходили, вот. Специально вырыто. Рядом посещенный фундамент. Слышите филина? Вон там вот. Ну или сова. Просто песня есть хорошая. Ласкового мая, филин. Надеюсь, было слышно. Придает атмосферу загадочности и таинственности. Потому что ты идешь по такому лесу, хорошему, но злачному такому все-таки, потому что он очень темный. Такие объекты посещаешь, где, скорее всего, велись бои, куча стрелковых ячеек. Это прям вот все очень видно, ярко. И сова или филин шумят. Конечно, атмосфера. Я пришел к железобетонному убежищу 2073. Посмотрел я на другой финской карте. Все-таки там не обозначено домов, но обозначена некая заштрихованная территория. И к ней и от нее ведут лесные дороги, по финской карте обозначены. Значит, там все-таки что-то было. Какое-то, может быть, фермерское хозяйство, хутор. Нужно в условных обозначениях посмотреть на финских картах, что означает штриховка там. Так, ну вот, 2073. Сохранилось получше. Здесь хотя бы нету столько ветвей. Можно видеть стены. А, вон там вот был вход, я так понимаю, да. Там вот был вход. Ну и вот, по аналогии с первым моим сооружением, вот здесь я стоял, где говорил, что высота чуть более 2 метров. Вот так вот оно здесь взорвано, да. Верно. Убежище. Вот. И люди выходили в окопы и стреляли с многочисленных стрелковых позиций. Вот такое тут. Значит, все-таки дотов тут никаких нету. Вот это вот интересно, что какой-то колодец рядом с убежищем 2072. Видимо, колодец. Интересно. Пардон, я чего-то не заметил. Вот колодец там рядом с 2073 оговорился убежищем. И вот это вот огромнейшие руины. Это уже, да, заштрихованная часть. Значит, все-таки с одной стороны и с другой стороны был финский дом. Это фундамент финского дома. Причем такой очень жирный фундамент. Весьма-весьма жирный фундамент. Интересно. Интересно.
бетонные блоки. Да. Он, получается, существовал, когда строили убежище, когда здесь были бойцы финской армии. Ну, вот так вот. Так, рядом вот с этим фундаментом, вот он на возвышении, вот еще один фундамент, поменьше уже. Но тем не менее, очень-очень интересно. Второй фундамент чего-то там, какого-то финского строения. Даже не похоже это на фундамент, просто камни так вплотную сложены. Ну, вот здесь нет, все-таки фундамент, да. Короче, какое-то необычное здание было. Вот. Может быть, ферма, может, стойло для коров. Так, вот это вот убежище номер 219 на вершине горы около реки. Вот. Вот оно такое. А вон там, вот дальше, мне уже знакомая по сегодняшнему дню штука. И теперь я точно знаю, что это с названием ПТО кое-что. Итак, подходим к открытой позиции ПТО. Номер 200. Вот рядом убежище взорванное. Вот она. Окопы. Вот открытая позиция ПТО. Которую я и видел в начале, когда записывал видео. Я сказал предположение, что это просто пулеметная позиция, но нет, это все-таки ПТО. Потому как на исторической карте так обозначено. Вот она смотрит на небольшой разлив речки. Так, ну вот, это позиция, открытая позиция ПТО. Конечно же, все замусорено. Так же, как и на той, откинута крышка или что взрывом. Хорошо, что хоть сама позиция сохранена. Так, и вот я стою на вершине горы. Мною открывается прекрасный вид речки. Я долго, к своему стыду, не знал названия финского этой речки. И это не Ваммельйоки и не Райваланйоки. Вот, открытая позиция. Я посмотрел, сейчас напомнил себе, я не так давно посмотрел наконец-таки на финскую карту. Вот, потом забыл название, сейчас вспомнил, ну, точнее, подсмотрел. Я думаю, запомню. Здесь две речки соединились,
И по поселку Ваммельсу, куда эта речка течет, у речки стало единое название — Ваммельсун-Йоке. Вот она, речка Ваммельсу. Тихая, спокойная речка. Не порожистая, как Райволан-Йоке, и не такая уютная, как Ваммель-Йоке, а широкая, но тихая и спокойная Ваммельсун-Йоке. Пойду искать последние позиции. Здесь, кстати, какой-то мыс интересный. Мне осталось найти 3 объекта. Пулеметное гнездо с бронекуполом 2072, убежище 2071 и открытое пулеметное гнездо 3058. Написано, ну, по карте они вот все на этом пятачке. Вот. Я сейчас буду догадываться, что из них что. Вот. 3058 открытое пулеметное гнездо. Я его точно не найду. Здесь его нету. Вот. Теперь вот это. Вот это может быть как раз таки пулеметное гнездо с бронеколпаком 2072. Только вот что от него осталось. Бетонная плита. Вся это, уже вросла в землю. Вторая бетонная плита. И вот здесь вот еще что-то, нечто третье. Вот. Руины. О, вот, да, и вот это вот еще. Кто-то на байдарке там едет. Сплавляется. Вот. Но, судя по карте, сначала идет гнездо, а потом убежище. У меня получается, что наоборот. Вот это гнездо, а вот это вот уже убежище. Как я сказал, 2072, по-моему. Да, это точно убежище. Потому что оно большое. На гнездо оно никак не похоже. Как раз таки похоже на тип убежища, которое я посещал. Вот получается вот это вот, скорее всего, остатки от гнезда. Жалкие, прижалкие остатки. А вот это вот убежище. Все эти объекты обозначены на карте рядом. Друг с другом. Вот. Потому что это более такое массивное, громадное. Я думаю, пулеметное гнездо таким большим бы не стали бы делать. Вот. Да. Ну все, в принципе, все. Это последние объекты левой стороны Ваммельсун-Йоке. Обороны линии ВТ. Вот теперь двигаюсь по направлению к автобусу. Конечно, очень много это времени отнимает. Вот так каждый объект перефоткать, найти в дебрях. Ориентироваться по карте, когда там что-то подглючивает, то не туда. А еще когда их несколько, их нужно между собой как бы определять. Я заказал уже книгу Евгения Балашова про линию ВТ. Буду ее читать и пойму, что есть что из этого. Вот, вот так вот. И вот здесь тоже разбросаны, видимо, взрывом куски.
Вот тропинка проходит. Поэтому большинство, ну нет, не большинство, чуть меньше половины объектов можно посетить прямо, если идти вдоль тропинки. Ну, как я уже показал и рассказал, вот там объекты, они в шаговой доступности находятся совсем-совсем рядом, в хорошем лесу, поэтому можно посетить все, особенно если эти объекты есть уже на карте нанесены. Так, ну и вот, чуть дальше линия ВТ плавно с нами прощается. Приближаясь к берегу речки. Там она, ну и как бы начинаясь от нее и идя таким полукругом. Это опоясывая укрепленный район этот. Вот. Надолбы. Там они кончаются на берегу. А на той стороне, именно в этом районе, на той стороне в радиусе 500 метров надолбов нету. А вот там уже появляется дальше. Вот. Раз, два, три, четыре. 4 ряда. Надолбы в 4 ряда. Да, красиво, красиво смотрится. Ну вот и все. Все-таки решил я изведать ту финскую дорогу, на которую я не пошел. Вот, время еще есть. А другие объекты линии ВТ на других странах в Амбель-Суньоке уже изведывать поздно, потому что слишком много объектов. Я свернул на ЛЭП. Вот там ЛЭП. Вдоль ЛЭП прошелся. Там, конечно, местами очень мокро, ноги все промочил. Потом свернул сюда. Сейчас я нахожусь около хутора Коскела, если по-фински первое ударение. Хотя я всегда называл Коскела. Вот. Очень старинный фундамент. Не из гранитных блоков, а из именно камней. Из валунов, из необтесанных валунов. Интересно очень. Интересный фундамент. Старинный. Видимо, какой-то крестьянский дом старинный. Вот он там. Кабаны разрыли землю пятачками. Вот здесь вот, видимо, насидка на кабана. Вон там лесенка такая сделана небольшая. Березы. Вот, в общем. Фундамент финского дома посещаю. А от этого хутора там обозначена такая дорога, которая выходит на основную дорогу. Ну, на финских картах. Сейчас я постараюсь выйти. Вот копатели что здесь нашли. А, кстати, вот. Скорее всего, это все финские. Финская бутылочка. Да, старинная какая. Гвозди. Ну, какие-то огромнейшие. А это, по-моему, даже петелька от двери. Ничего себе. Что здесь было? Кто здесь жил? Какие люди? Они ушли в эвакуацию, и теперь их потомки живут в Финляндии. Да, интересный фундамент такой. Здорово. Хорошо, что я посетил. Так, ну вот я вышел на финскую дорогу, которая обозначена на финской карте чуть ли не как шоссе. Очень жирно обозначена. Сейчас мы видим, что, конечно, она очень сильно заросла. Но все равно видно, что здесь была очень крутая дорога. Большая, широкая. А заросла она прежде всего из-за лиственного леса. В основном здесь лиственный лес, и, конечно, неприятно идти. Вот. А если были бы сосны, то дорога эта и сейчас, наверное, использовалась бы. Время от времени попадаются поляны, полянки такие, поля, где финны возделывали плодородную землю. Я еле нашел эту дорогу, честно говоря. Ну вот, сейчас получше идти. Хочу
посмотреть на хутор Антала и пойти уже назад к Меттикюле. На автобус уже. Сейчас буквально 100 метров по карте до хутора дойти и посмотреть на фундаменты сохранившиеся. По-моему, там, да, столбик с ограды, что ли. Дом был какой-то финский. И вот ограда. Кусок. Может, советский. Я здесь карту не смотрел еще. Похож столб на советский. Подхожу я к хутору и решил снять живописный ручеек. Сто лет назад здесь наверняка был какой-нибудь более красивый ручей. И финны брали чистую воду здесь. И вот очень живописная заброшенная дорога. И две елки. Большие-большие. Наверняка оставшиеся с тех времен дореволюционных. Когда владельцы этих земель зарабатывали на русских дачниках. Продавали им излишки своей крестьянской фермерской продукции. А вот это, по-моему, кстати, похоже на пихту, ну, на корабельную, как бы, сосну. Я сегодня в Линделовской роще был. Да, вот это вот елка, а вот это вот нечто другое. Да-да-да. Может быть, семена как-то и развеяло. Похоже. Потому что Линделовскую рощу собирается делать платный вход. Подлецы. Заказник с 1 мая. Вот я решил совместить приятное с полезным, посетить то, что здесь растет. Лиственница, да, это приятно. И она точно дореволюционная, кстати. Потому что они, я прочитал, долго растут. Так, ну вот я пришел. Хутор Антала. Вот он. Хутор Антала. Антала. Так, по-моему, там клеймо. Все хочу найти. Нет. Нету. Все хочу, чтобы мне Саввико попался. Кирпич. Так, ну вот. Это получается, фундамент был под слоем земли, под таким большим слоем земли. Ничего себе. Ну, не очень большим, нет, небольшим. Вот здесь как будто бы как-то раскопано копателями, да. Видно, что здесь слой. Вот. Такая красота. Кирпичи они вынули, кстати. О. Так. Это что-то непонятное. Это не Саввико. Короче, разные клейма. Здесь дореволюционные. Запах даже какой-то такой финского хутора. Необычный запах. Вот на советских заброшках есть свой определенный запах. Заброшенных там военных объектах, как Приморский НТЦ или полигон электромагнитного воздействия, что здесь неподалеку. Вот, а здесь какой-то своеобразный запах, приятный такой. Так. Я надеялся увидеть фундамент побольше. Может, еще найду побольше фундамент. И да, конечно, я нашел. Буквально за елками
Отогнул их лапы и нашел. Вот артефакты. И непосредственно фундамент. Либо главного дома, либо какой-то пристройки. Потому что фундамент, мне кажется, тоже не таким большим. Ну, может, крестьянский дом не такой большой был. Тоже старинный фундамент из таких блоков. Прошел я чуть дальше по дороге, чтобы найти другой дом. И вот нашел прямо на дороге остаток, по-моему, от военной ракеты. Ну или что это? Я не разбираюсь. Здесь должно быть конусообразное закругление. Вот. По-моему, это эхо войны как раз таки. Вот дорога. Дальше я уже не пойду. Там есть еще несколько домов. 3-4. Вот. Ну и там тоже фундаменты. Я их уже смотреть не буду. Кстати, вот. Опять-таки столбы. Наверное, в советское время еще эта дорога использовалась какое-то время. Я не думаю, что это финские столбы. Вот. И потом уже стала заброшена. Вот. Потому что здесь совсем дебри. Ну и потому что там уже не обозначены никакие хутора. Ну, то есть просто дом, а не хутор. То есть, значит, он наверняка будет поменьше. И не так уже интересно. Конечно, это все равно все память. Желательно бы пойти посмотреть, снять фотофиксацию, ну и видеофиксацию. Но таких хуторов тысячи по перешейку все равно. Я этим не буду заниматься. Это так я делаю, потому что здесь рядом мои родные земли. Мне нравятся эти места, прибрежные места около залива. Вот, и поэтому я так здесь вожусь. Кстати, фундамент. Набрел фундамент. У меня показывало там дальше на 50 метров, то есть назад. А вот он, миленький. Родненький. Фундамент финского дома. Хутор здесь не обозначен никакой. Просто дом обозначен. Или несколько домов. Все, я теперь двигаюсь уже к железной дороге. Так, рядом, буквально в 10 метрах, еще один фундамент. Твою мать, очень тяжелая штука. Тоже страховая. Я не знаю, что это, но похоже на предмет военного времени. Вдруг еще взорвется. Она прям очень тяжелая. Не подумал, я что-то взял ее в руки. Но раз она ее, в принципе, положили уже, значит, здесь все безопасно. Это руль, что ли? Это руль. Скорее всего, хотя он полностью металлический. Тарелка. Такой вот фундамент. Вон там за деревьями другой. Вот все. Все-таки здесь не было построек финских. Я посмотрел по карте, вернулся на это место вот. И там я нашел кирпичи такие, которые легко рушатся. Короче, советские кирпичи, советские. Вот дорога. Вот здесь еще такое растение неприятное. Очень колкое. То есть его, если задеваешь, оно к тебе присасывается. Нужно его держаться подальше вот с
такими зубчиками. Может куртку порвать. Вот, я иду обратно по дороге и здесь нашел меринду моего детства. 9-го года, короче. Вот. Сейчас фокусировку настрою. Срок годности 27 июня 9 года. Произведено 24 декабря 9. Срок годности. Вот такая загадка. Наверное, все-таки возьму ее с собой, выкину, а крышку себе на память сохраню. Итак, вот еще один фундамент. И все та же Коскила. Я вернулся назад. Вон там дорога была, но она совсем что-то стала плохой. Я свернул сюда, в поле, и не зря. С финской картой чуть-чуть не совпадает местоположение. Вон там уже торчит лэп. Ну вот. Маленький очень фундамент. Какой-то, наверное, сарайчик был. Или баня. Что-нибудь такое. Так, а вот артефакты копателей. Опять же, петли. Петли, точнее, петли. Что-то типа ключа. Здесь был вход. Так, а вот, собственно, рядом с небольшим фундаментом, где я только что был, фундамент уже побольше. Только я его еле увидел из-за того, что он совсем уже зарос. Здесь, кстати, есть тропиночка. Вообще, я видел здесь много, ну, несколько местных бутылок. Это, точнее, современных, свежих. Энергетик и пиво. Даже не просроченные вот там в дебрях. Поэтому люди сюда ходят, охотники какие-то, не знаю, копатели. Ну вот, в общем-то, фундамент. Вот он. Следующий фундамент находится прямо под лэп. Вот он. Тоже хутор Коскила. Какое-то прям нагромождение валунов, как будто бы это и не фундамент. Но все равно круг читается, окружность. Окружность читается. Вот поле, которое было плодородным. А вот, по-моему, еще один фундамент, да. Вот он, еще один. Да, финский. Вот оттуда я пришел. Там речка Ваммельсуньоки. И сюда я сейчас пойду. Сразу после фундамента, около лэп, дорога свернула в лес, ближе к ЖД, и стала совсем хорошей. Здесь можно видеть фундамент. Небольшой, маленький. И самое интересное, тадам, огромнейший интересный фундамент. Хутор назывался Кивиккомяки. Мяки — это гора, холм.
Очень большой фундамент. Может быть, была какая-то дача. Русская, я имею в виду. Может быть и нет. Тесанный фундамент. Очень большой. Ну а там из такого необтесанного булыжника пристроечка какая-нибудь была. Вот такая красота. Под конец дня мне попалась. Я рад, я очень рад. И то посетил. И линию ВТ, и такую красоту. Набрел я на красивую еловую аллею. Большая такая. Ну, она вот треугольником расположена. Я читал на сайте Тереоки то, что такие ели финны сажали, чтобы защитить дома и земли от ветров морских с моря, когда дует ветер. Вот чтобы защитить от ветров. Ели сажали. Вот такая красивая еловая аллея получилась. Красота. Здесь вроде бы просто камни, хотя похоже на какие-то остатки. Да, что-то здесь было. Вот дорога. Вот еловая аллея. Вон там вот железная дорога, буквально в 200 метрах. А здесь вот слева от дороги был хутор Ахокас. Ахокас. И вот два фундамента. Даже больше, я думаю. Один совсем маленький, как и уже в других посещенных сегодня мною руинах. У Коскела, по-моему, там был такой очень большой был хутор, немного домов разных. Вот еще какая-то часть. Вот поле. Ну и вот, наверное, дом был. Потому что ближе всего к дороге. И помощнее фундамент из блоков тесаных. Вот так вот. Так, я вижу надпись. Надпись. Ура! Я нашел то, что искал. Вот он. Саввико. С кирпичного завода в Пиркьярве. В общем, не подходит немного, но части неровные. Ну, короче, вот Саввико. Да, кирпичики. За еловой аллеей, рядом с дорогой, еще один фундамент, уже последний или предпоследний. Хутор не обозначен. Значит, просто какой-то отдельно стоящий дом. Вот Сабвико. Кстати, вот это вот более, по-моему, ранняя надпись. Да, то есть это более древний дом и более древний кирпич. Потому что прошлый кирпич, там, если не ошибаюсь, вот этой вот не было котемочки. А это вот более ранняя версия Сабвико. В имении Салтыкова. Князь Салтыков производил эти кирпичи. Вот еще один кирпич Сабвико валяется.
Вот с другой стороны этот фундамент. Вот он. А вот интересно, простые валуны. Мне сейчас подумалось, что это могла быть ограда участка. Вот так вот по участку вдоль разложены валуны. Хотя нет, вот это вот видно, да, что определенно был фундамент. Еще один загадочный фундамент. Копатели повесили. Вот, в принципе, и все. Вот железная дорога. Большая Приморка. Вот такой фундамент. Так, ну вот, дорога. Она здесь заворачивает к железной дороге. Вот. Видно просека. Я выхожу на железную дорогу. Но дело в том, что я не смотрел современные карты, пока ходил, и видел у этой дороги продолжение. Вот, она идет до Вамельсу, до устья Вамельсу-Йоки. Вот. Я думал, что сейчас пойду по ней и сяду там на остановке Черная речка на 213-й. О, как красиво, закат. Вот. Ну и пойду мимо современных домов. Потом я открыл современную карту и увидел, что там, оказывается, нету дороги. И это продолжение вот этой дороги, с которой я вышел, сейчас также пойдет, как бы, ну, заброшенной дорогой. Вот. Дело в том, что это чуть ли не центр. Сейчас будет деревня Вамельсу. И она вся заброшена, опять-таки. Так, это что? Либо это едет рельсовый автобус. Мне очень повезло. Сейчас потом договорю. Да, едет рельсовый автобус. Ничего себе, как повезло. О! Вот что значит чудо. Вот что значит чудо. Я поклонник поездов старых. Вот. А это рельсовый автобус уже старенький, тем более большая Приморка. И так получилось, что я столько времени проторчал на этих фундаментах, вообще не смотрел на расписание, хотя я бы хотел бы его увидеть. И тут я иду и встречаю этот рельсовый автобус. Ну не чудо ли? Чудо. И успеваю его записать для потомков. Вообще супер. Такая так красивая, причем с видом на закат. Вот. И дело в том, что это сейчас будет деревня Вамельсу. Почти что ее центр. Будет очень много, порядка 20, я насчитал, хуторов. Но и они все заброшены. Вот. К сожалению, я их уже не успею посетить сегодня, потому что сейчас уже закат, и сейчас я не знаю, как пойду. Либо пойду по этой заброшенной дороге, посмотрю, где она, потому что это кратчайший путь к автобусу, либо пойду по железной дороге. Вот. Либо пойду, скорее всего, все-таки по заброшенной дороге, но уже не буду фотографировать, снимать на видео, потому что надо очень тщательно это все снимать. Каждый фундамент, как я делал до этого. Вот такая получилась у меня прогулочка. Я очень-очень рад этому дню. То, что сейчас прохладно, нету всяких живности. Это очень хорошо. Вот такая красота, такой закат. Так, мне повезло. Я прямо за дорогой нашел погреб. Скорее всего, финский погреб. Так он выглядит, конечно, так по-другому как-то.
Интересно, что это было. Какая-то возвышенность. Ну да, наверное, погреб. Но там водопадик, ручей. И даже сделал под мостом проход для него. Вот, ну и судя по тому... А вот, кстати, еще один фундамент. Пойду посмотрю. Судя по тому, как здесь так приятненькая трава, мне сейчас без проблем будет пройти по этой просеке. Вот еще один фундамент. Хутора здесь не обозначено название, по-моему. Сказка начинается, сказка не кончается. Сказку эту древнюю слушают века. Где-то зачарованной, кем-то околдованной, маленькой царевною ты живешь пока.